Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Ссылочка на сайт вот, да, вы уже знаете. А мы сегодня с вами будем говорить, с какого же момента женщина вступает на такую скользкую дорожку, когда мужчина для нее становится важнее, чем она, и он начинает рулить, он начинает ее заставлять бегать за ним. Когда женщина... Вот, знаете, он вроде как ускальзывает, она пытается поймать воздух и сделать для него максимально все, чтобы вернуть его. И мужчина король, а вы где-то там, у подножья его трона, вытираете пыль с его ботинок и пытаетесь ему угодить, и ловите каждое его желание. Неприятное ощущение. Мало того, в эту ситуацию попадают всегда очень хорошие, достойные женщины, а вертят ими не очень хорошие и не очень достойные мужчины. И вот как в этой ситуации не оказаться, где начинается вот тот скользкий момент, который женщина может уловить и не дать собой пользоваться, а заставить мужчину либо проявить свое, так сказать, нутро, не очень красивое, чтобы принять решение, стоит ли с ним оставаться, либо заставить мужчину встряхнуться, вспомнить, что он все-таки мужчина, и начать что-то делать для того, чтобы удержать возле себя женщину. С вами я, Алла Касаткина, я психолог, работаю с женщинами уже почти 20 лет. Сайт вот здесь, проект «Ладная я». Подарочек для вас «Секреты счастливых женщин» находится в описании этого видео. Кнопочка красная там же рядышком, жмем ее, подписываемся на канал, и тогда вы с нами. Лайки и комментарии очень любит YouTube, а я по ним понимаю, насколько для вас актуальна тема и стоит ли ее продолжать. Ну и заодно ваши вопросы очень часто бывают для меня источником вдохновления, и я снимаю с ответами на них новые видео. А мы разбираемся, с чего же начинается тот момент, когда мужчина вынуждает бегать за ним. Знаете, бывают такие ситуации, мужчина приходит на свидание или в процессе разговора заявляет: «Ты знаешь, мне кажется, что ты недостаточно вкладываешься в отношения. Ты знаешь, я не чувствую, что отношения для тебя так же важны, как для меня». И вот женщина в этот момент воспринимает это как сигнал: давай, доказывай, старайся. А если мужчина еще, не дай бог, к этим двум фразам добавил: я чувствую, между нами какая-то пропасть, такой, знаете, меланхолический такой, мужчина-романтик. Я чувствую, между нами пропасть. Женщина почему-то начинает думать, что через эту пропасть должна сигануть она. И она начинает стараться. Мои хорошие, в этой ситуации первое, что надо сделать, надо четко понимать, а что происходит. Потому что когда мужчина говорит, что он не чувствует, что для вас отношения так же важны, как для него, или что его чувства для вас не так важны, вы для начала для себя обратите внимание, а что он сделал? А есть ли с его стороны хоть какие-то действия? Потому что не чувствовать, что вы вкладываетесь достаточно в отношения, можно тогда, когда он уже вложился, упахался, уже перебрал все известные ему способы произвести на вас впечатление, а вы никак на это не реагируете. Вот тогда можно прийти и сказать: слушай, моя дорогая, ты мне определись, я тебе нужен или не нужен? Ты хочешь со мной отношения или не хочешь? Я уже танцевал вот так, я уже скакал перед тобой вот так, я тебе стихи читал, серенады пел, подарки приносил, а ты никак не реагируешь. Вот тогда можно сказать. Или когда я тебе выворачиваю душу наизнанку, я тебе пишу стихи, я тебе расклянусь в любви, я тебе предлагаю замуж, а ты на меня вообще не обращаешь никакого внимания, тебе вообще мои чувства нужны или нет? Понимаете? Вот тогда можно сказать. Но когда ничего этого не было, когда мужчина сидит и ждет, что вы его начнете завоевать или завоевывать, то что? В отношения вкладываетесь вы. И он вам сообщает, что стараетесь вы мало. Надо больше пахать, надо больше бегать. Давай, подруга, работай. И как только вы на это повелись, статус внутреннего мужчины еще больше возрастает. Поэтому что делать в этой ситуации? А вы просто у мужчины в ответ на его вопрос спросите: а как ты считаешь, а что для тебя, по-твоему, значит на 100% вкладываться в отношения? Вот ты мне сказал, я недостаточно в них вкладываюсь, я недостаточно там реагирую на твои чувства, или между нами пропасть. А что значит, когда я вложилась на 100%, как ты это понимаешь?
Мужчина, у которого есть четкие конкретные понимания, он уже сам вкладывался, он знает, что это такое, он вам ответит: я хочу вот этого, вот этого и вот этого. И вы понимаете, вас это устраивает или нет. Но мужчина, который не знает, чего хочет, мужчина, который никогда ни во что не вкладывался, мужчина, никогда ничего не делавший для женщины, начнет вам рассказывать: ну ты понимаешь, ты сама должна догадаться, ну ты же знаешь, как это делают другие, ну что ты на меня наезжаешь, ты и это хочешь на меня переложить. Как только начинаются такие разговоры, знайте, перед вами мозгоклюй обыкновенный. И строить с ним отношения абсолютно бесполезно, потому что ничего вы от этих отношений не выиграете, потому что вы все время будете скакать через пропасти, тушить избы, ловить коней и делать все, чтобы ему в жизни было хорошо. Вам в этих отношениях никогда не будет хорошо. Выбор будет за вами. Поэтому, мои дорогие, для того, чтобы вы себя чувствовали всегда в отношениях комфортно, и вам не приходилось бегать за мужчиной и заслуживать его любовь, помните, если вам говорят так, это говорит об этом. Если у вас есть другое мнение, я с удовольствием выслушаю его в комментариях. Если есть вопросы, уточнения, замечания, а может кто-то своих бывших узнал, пишите в комментарии, давайте сделаем так, чтобы у всех этот урок хорошо отложился в памяти. С вами была Алла Касаткина и до встречи в следующих видео. Пока-пока.